Всем огромное здравствуйте, с вами Ассорти про еду и я Виталий. Сегодня научу вас готовить шашлык из говядины. Из тех кусочков мяса, которые вы просто можете купить, и вам его будет сложно приготовить. Вы боитесь его приготовить, но после этого видео вы 100% сможете приготовить очень вкусный и сочный шашлык из говядины. Потому что это 100% рабочий рецепт мягкого. Он сочный, он мягенький. Вы посмотрите, какая сочность. И этот шашлык, после того момента, когда я уже его на видео и попробовал, он полежал, он отдохнул. Вкусный, обалденный. 2 маринада. Айда со мной готовить вместе. Ну а приготовим этот вкусный шашлык мы из 2 видов мяса. Вот это шея. Видите, вот такая, как бы с довольно-таки много вот прожилок в ней таких вот хороших. И вот это уже спинная, это уже вырезка. Из вырезки, конечно, вы скажете, может любой дурак приготовить шашлык. Вот нифига, есть разные нюансы. Смотрите, что по выбору мяса. Мясо обязательно нужно брать то, в котором есть хоть немножко каких-то прожилок жирненьких. Потому что если вы возьмете, например, какой-то задний, именно вот там кумпяк, там, где нету вообще никаких прослоек, а есть вот такие вот, например, вот смотрите, вот такие вот жиры, видите, они жилы блестящие. Эти жилы никогда не станут у вас мягкими. Они только, наоборот, сожмутся от температуры и будут у вас очень сильно резиновые. Поэтому, например, вот как у нас сейчас вот этот вот кусок вот такой, то обязательно его нужно вот разделить, видите, вот на такие вот как бы фрагменты. Вот, видите, разделяю я. Поэтому, если вы, например, дам вот вам совет, вы покупаете небольшой, например, кусочек мяса, вот такой, да, вот он уже тоненький. Ну, тут вот сантиметра 2, тут сантиметра 3, вот такой. И в нем идет вот такая еще в середине большая жила. Она такая бывает прозрачная, ее сразу видно, но вот в этих кусках ее нету. Но ее видно. То это мясо не берите. Вам нужно, чтобы кусок был вот красивый. А вокруг, например, были жилы, которые мы благополучно сможем все обрезать. Поддеваем вот так вот ножичком. И поехали. Итак, как я нарезаю? Когда красивый вот такой кусок, то, конечно, его не очень большими квадратами. Ну вот видите, вот кубик 2 на 2,5, ну примерно вот такие вот кубики. Это когда у нас можно нарезать мясо кубиками. Некоторые говорят, прикалываются, режь против волокон. Как можно квадрат нарезать? Против или по волокнам, да. Ну и вот смотрите, покажу, что делать, вот, например, когда у вас вот такой вот длинный кусок. Этот длинный кусочек можно даже складывать вот таким вот целым, а потом его вот так вот мы сложим и оденем на шампур. Поэтому даже вот в таком вот состоянии его можно вот целый, когда он тоненький вот такой, брать и мариновать. Если немножко попадается вам жира, то это уже кто как любит. Такой один хороший. Потому что все-таки, когда, видите, мраморная какая красивая, это будет очень вкусный, сочный, очень вкусная говядина, когда у вас попадается именно вот такая вот мраморная. Это, боже, красота. Но видите, вот я разрезаю вот жир, вы его, когда будете резать, разрезаете и смотрите, как нож режет, и видно ли здесь прозрачная какая-то вот такая жилка. Если ее нету, то вы его можете запросто оставлять, этот жирок, и наслаждаться его вкусом, если, конечно, вам его вкус подходит. Что мы сейчас в него добавим? Это я буду мариновать как жесткую свинину. Для нее, потому что это все-таки шея, мы берем лук. Смотрите, лук для говядины никогда не нужно вам мельчить, поэтому вы крупно резать. Поэтому вы запросто можете взять и мелко-мелко его порубить.
Не надо говорить, что там он начнет гореть, он начнет пригорать. Нет, ребятки. В говядине это другая жарка. Она отличается от свинины. Поэтому, что бы вы ни говорили, здесь все делается немножко по-другому. Время жарки намного меньше. Поэтому вот мы берем и добавляем сюда вот так вот мелкий лук. Так, сюда же я добавляю паприку. Тут немножко на солью. Розмарин говядине это вообще просто что-то. Можно добавлять один розмарин и перец. И больше, я думаю, ничего не нужно. Дальше вот что я люблю. Я добавляю немножко кумин. Немножко вот так вот черного перца. Смотрите, какой душистый. У него запах такой, сильно шашлычный. И вот для говядинки это самое-самое то. Дальше, чтобы было мягко, обязательно добавляем вот так одно сюда яичко. И не говорите, что это будет винегрет. И домашний, да, можно и не домашний, томатный сок. Видите, вот так вот. Вот такое вот количество. И вот сейчас вот это уже все дело. Соль, ребята, соль, посолить забыл. Немножко есть же в этом паприке. Вот так вот. Чуть-чуть. Так, все. И вот это сейчас очень-очень хорошо вымешиваем. Поэтому я вот беру вот такую большую посуду, для того, чтобы можно было ее хорошо вымешать. Вот, накрою вот так вот контактно, без воздуха. Если у вас есть время, например, вы сегодня готовите, а будете, например, жарить только на следующий день, то это дело вы убираете в холодильник. Но если у вас примерно до жарки 3-4 часа, то вот это вот дело 3-4 часа легко побудет и не испортится, а только будет еще вкуснее. Поэтому минимум час, но я советую примерно 2-3 часика вот это вот подержать. Вот именно вот это вот мясо, оно будет тогда у вас только лучше. Потому что томатный сок, именно кислотность вот эта, она размягчит волокна, войдет именно в мясо. А для этого нужно время, для того, чтобы оно впитало. С вырезкой, ребятки, конечно, все проще. Берем вырезку, красивую, такую вот тоже. Смотрим, чтобы на ней было как бы жирка. Нарезаем на квадратики. Это уже как по желанию. Потому что, ребятки, это вообще тема, можно сказать, конечно, стейковая такая. И выжаривать это мясо, пережаривать запрещено. Поэтому оно будет очень-очень у вас именно вкусное, когда вы его приготовите, но не пережарите. Итак, что для этого мяса я предлагаю? Я предлагаю сумах. Вот так вот, например, у меня здесь грамм, наверное, 700 примерно, 600. То вот такая вот хорошая большая чайная ложка сюда сумаха. Перчик. Соль. Обязательно розмарин. Можно немножко добавить паприки. Все, ребят, больше здесь ничего не нужно. Сейчас мы немножко добавим только маслица сверху. Вот сейчас специи перемешаю. И добавим масло для передачи этих специй этому мясу. И вот сюда немножко вот так вот масла. Простого растительного. И вот этот уже шашлык можно не мариновать. Его можно прямо перед тем, как жарить, вот просто вот так вот промять. И оно будет просто офигенное, вкусное, шикарное мясо.
никогда не жарьте холодный шашлык, когда он только из холодильника. Ему нужно обязательно, если вы на следующий день, сутки у вас, или там 12 часов провел шашлык в холодильнике, мариновался, вы его обязательно достаньте за пару часов из холодильника, чтобы он немножко оттеплился, не то что немножко, а принял бы вот комнатную температуру. На улице 20, значит он у вас 20 градусов, ну плюс-минус. Вот. Если вы будете жарить холодный шашлык, он внутри у вас будет очень плохо прожариваться, потому что температура все-таки внутри будет у вас из холодильника это плюс 3, плюс 5 градусов, а снаружи он будет удар температурный. Никогда так не делайте. Поэтому, если, как я говорил, 3-4 часа у вас до приготовления, значит, вы его просто оставляете на улице и не кладете ни в какой холодильник. Вот видите, как я одеваю? Смотрите. Одеваю вот такой вот змейкой. Для того, чтобы... Есть вот жилочка, смотрите, вот эта вот такая вот сальная. Вы ее просто вот так вот наматываете между. Оторвалась. Вот. И оставляете немножко расстояние между кусочками. У вас опять же целый кусочек. Одеваете целый кусочек. Если сейчас я опять найду вот полосочку, вы опять берете полосочку, одеваете, одеваете, одеваете. И вот у вас полосочка получается целый красивым кусочком. Еще вот этот. Подожди, Зайцев. Угля должно быть много. Уголь должен быть хорошо разогрет. И что нам нужно сейчас с ним сделать? Видите, он беленький. Нам нужно его обязательно обдуть, чтобы вот эта вот вся шелуха не садилась на мясо. Он должен быть яркий, красный. Первым в уголок я выбираю вот этот шашлык. Он будет жариться максимум минут 5-6. Вот этот. Да ладно. Да. А этот будет где-то минут 7-8. Да ладно. Да, максимум 10. Вот этот. Не может быть. Увидишь, говяжье мясо точно больше жарить не нужно. Ну вот прошли максимум 1,5 минутки. Видите, очень хорошо скворчит. Классно запечатывается. И вот этот вот мы уже берем и переворачиваем. Видите, его даже кое-где прихватило немножко. Ничего страшного. Маленькие-маленькие такие вот обжарочки минимальные. Это не смертельно. А мяско, смотрите, как раскрывается, видите? Все, вот это вот уже мясо готово. Все, смотрите. Смотрите, какое мяско красивое. Вот так вот.